Всем привет! Мы продолжаем рассматривать свежие новинки от производителя Deep Models, и сегодня я хочу вам показать довольно интересный классический бортовой грузовой автомобиль ZIL-130. Эта масштабная копия поступила в продажу в 2021 году и вызвала довольно большой ажиотаж, несмотря на то, что уже у Deep Models предлагались классические бортовые грузовые автомобили ZIL-130 во всевозможных вариантах окраски. И эта модель открыла новую серию Олимпиада 80, куда на сегодняшний день вошло два грузовых автомобиля ZIL-130, первый бортовой, второй фургон для перевозки скоропортящихся товаров У-94. И на вторую модель я тоже делал детальный видеообзор. И насколько я понял, серия будет продолжена, в нее войдут и другие автомобили марки ZIL и Горьковского автозавода, и по возможности постараюсь приобрести остальные модели в свою коллекцию и сделать на них детальные видеообзоры. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь, нажмите на колокольчик, и вы не пропустите уведомления о выходе новых видео. И если посмотреть на 130-е ZIL в 43-м масштабе, Deep не единственный, кто предлагает их на сегодняшний день. До этого поляну затоптала Кострома со всевозможными моделями в коробочках Автоистория, Start Scale Models, в наборах для самостоятельной сборки AVD Models, и также такие модели были продублированы во всевозможных журнальных сериях. И у Костромы были вполне хорошие ZIL на свое время, да и не было других аналогов. Deep как-то опоздал с выпуском одного из самых массовых советских грузовиков, но они пошли по другому пути, изучили все недоработки конкурирующего бренда и в 2017 году показали свой, на мой взгляд, наиболее правильный вариант. И эта модель на сегодняшний день, на мой взгляд, является одной из лучших масштабных копий 130-го ZIL в 43-м масштабе. И, конечно, помимо промышленных изделий, также были и машины ручной работы. Были мастерские, как Сарлаб, которые выпускали тоже вполне хорошие изделия, но, на мой взгляд, они уступают в плане детализации кабины этому промышленному образцу. Хотя надстройки у Сарлаб, на мой взгляд, сделаны более ажурно. Что касается 130-х ZIL от Deep Models, то пока что они выпускают машины на базовом шасси, хотя могли сделать и укороченную колесную базу для выпуска сидельных тягачей и самосвалов, и, возможно, сделать трехосные машины ZIL-133GE, которые тоже пользуются довольно большим спросом. Ведь кабина у Deep получилась вполне удачной, и можно делать всевозможные варианты исполнения. И что касается серии Олимпиада 80, то она вообще довольно странная, и если посмотреть на старые танталовские модели, Рафики, ГАЗ-24 Волга, то сейчас их продают за баснословные деньги. Хотя это по большому счету та же танталовская модель, просто с тампопечатью Олимпиады. Но, видимо, нашим людям нравятся всевозможные логотипы, и эти модели, я думаю, впоследствии тоже сильно поднимутся в цене. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный автомобиль поближе, и также для сравнения я вам приготовил другие 130-е ZIL от Deep Models, также одна костромская модель, которая продавалась в Европе под брендом Premium Classics, но это по большому счету просто перепаковка и перекраска продукции SSM. И модели Deep Models из серии Олимпиада 80 поставляются в довольно стильной темно-красной упаковке с красивой символикой, и также на верхней стороне коробочки присутствует логотип Олимпиады и надпись Москва 80, который можно рассмотреть под определенным углом. И уже говорил, мне нравятся подобные коробки, я считаю, у них лучший функционал. Во-первых, вы можете посмотреть, что находится внутри, просто сняв крышку, и предыдущие коробочки у Deep Models были из более тонкого картона. На боковой стороне упаковки схематический рисунок двух советских грузовиков, и чтобы изъять модель из этой коробки, вам нужно открывать боковую стенку, вы вынимаете воздушный страховочный мешок и уже затем вытаскиваете дисплей-кейс. И подобные упаковки не всегда остаются целыми, особенно если вы по 100 раз вынимаете из них модели. И проблема такая наблюдается на костромской упаковке, и у меня неоднократно рвались коробочки от SSM, потому что они совершенно не продуманы. И в этом плане, еще раз повторюсь, такая упаковка мне нравится больше. И у Deep такие коробочки поставляются не только на серии олимпийских машин, у них был вариант автоэкспорт, и точно такая же коробочка, только черного цвета, и в такую упаковку, по-моему, паковались некоторые
фургоны КИ-51 и также техпомощь на шасси ЗИС-151. Эти модели я тоже вам демонстрировал на своем канале. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на масштабную копию поближе. И вместе с моделью поставляется сертификат с уникальным порядковым номером. У него тоже собственный дизайн. Обычные сертификаты у Дипа были с белой подложкой, и тираж автомобилей из серии Олимпиады 360 экземпляров. Правда, мой выпуск специально для одного магазина — это дополнительный тираж 24 экземпляра и моя модель под номером 13. И также изображен настоящий прототип, и мы наглядно можем посмотреть, какие детали были перенесены на масштабную копию. Это логотип предприятия, также значок Олимпиады, знак качества на правом крыле, и на капоте присутствует надпись 350 тысяч километров без капремонта. И также можно посмотреть, какие на модели регистрационные номерные знаки. Тоже довольно симпатичный элемент, который украшает масштабную копию и сразу вас настраивает на определенный лад. И давайте вынем страховочный лист, чтобы он нам не мешал. И вместе с моделью поставляется планочка из фототравления, на которой тоже продублирован тираж и уникальный порядковый номер, но этот элемент я не буду клеить, а оставлю в коробочке. И также присутствует крепежный винт под передний мост. Когда вы откручиваете модель от подставки, вам нужно будет его поставить на образовавшееся место, чтобы кабина была хорошо зафиксирована. Но так как свои модели я не откручиваю, этот элемент мне не особо пригодится. И автомобили из серии Олимпиады поставляются с прозрачной подставкой, и говорил, что мне подобная подставка нравится больше всего, и я считаю, что подобные дисплей-кейсы нужно устанавливать на все масштабные копии, независимо от серии грузовиков. И преимущество этой подставки в том, что вы можете хорошо рассмотреть ходовую часть грузовика, не откручивая его. Потому что модели довольно хрупкие, не всегда получается их аккуратно демонтировать. И бывают случаи, когда модели очень сильно прикручиваются на заводе. И у меня был случай, когда было невозможно открутить масштабную копию, и в итоге треснул дисплей-кейс. Не знаю, с каким моментом закручиваются винты, но вот такие случаи тоже встречаются. И в плане качества покраски и сборки к моему образцу нету нареканий. Очень красивый серовато-синий цвет, вот именно в таком оттенке мне и запомнились настоящие грузовые автомобили. И посмотрел другие 130-е ЗИЛы от Deep Models в моей коллекции, и нашел похожий грузовик по оттенку, только с ранней облицовкой радиатора. Я его покажу чуть позже в данном видеоролике, и мы можем посмотреть, есть ли отличия в оттенке темно-синего, хотя вроде визуально эта машина чуть светлее. Еще раз повторюсь, очень симпатичный логотип на дверях, написано «Автокомбинат номер 1», также значок Олимпиады, на капоте присутствует надпись 350 тысяч километров без капремонта, и на крыльях также есть обозначение 3,5 и на бортах 5. Очень хорошие покрышки с маркировкой, также вполне красивые колесные диски, нормальный топливный бак, брызговики с тоненькими ножками из фототравления. И у этой модели уже не наблюдается проблемы с залитым клеем крылом и также частью подножки. И в дополнение на этих вариантах установили специальные фиксаторы, которые предотвращают поломку передней оси. Бывали случаи, когда колесико выскакивало и могло повредить хрупкие детали на модели. Но хотя за свою практику у меня не было ни одного случая. Также присутствует запаска, рабочее сцепное устройство. Вы можете поставить небольшой прицеп, правда, у Дипа не предлагается бортовых прицепов для 130-го ЗИЛа. У них есть прицеп 2PN2, но он предназначен для ЗИЛ-157. На заднем борту присутствует дублер, также знак ограничения скорости и надпись «Осторожно, дети». Я считаю, регистрационные номерные знаки должны быть на дорогих масштабных копиях. Во-первых, они придают модели более живой вид,
делают ее индивидуальной, и опять же это отличительная черта, ведь на автомобилях из дешевого сегмента такие дополнения практически никогда не ставятся. Также мне очень понравились зеркала заднего вида на тоненьких ножках из фототравления, корпуса пластиковые и наклеена самоклеющаяся фольга. Единственный момент, который не очень нравится на всех 130-х зилах от Deep Models, это переразмеренные дверные ручки. И на мой взгляд, эти детали должны быть чуть меньшего размера. И, например, такие детали мне больше понравились на костромских изделиях. И кабина здесь составная. Она металлическая, верхняя часть сделана из пластика. И таким путем Deep Models сразу решил несколько проблем. И он может делать различные варианты с одним люком, с двумя, без люков, с дополнительными габаритными огнями. И, например, проблема была на костромских изделиях, потому что у них абсолютно идентичная кабина, и если грузовик с ранним типом решетки радиатора, у него все равно будет два люка. И это, я считаю, не совсем правильно. Но, опять же, на то время особо никто не задавался этим вопросом, и не было альтернатив, поэтому костромские модели тоже охотно покупали. И у этого грузовика поворотный передний мост, и я покажу, как поворачиваются колесики на другой модели, потому что, чтобы демонтировать это крепление, нужно откручивать саму масштабную копию. И также виднеется радиатор охлаждения сквозь прорези на облицовке, и у этого грузовичка мне нравится, как сделана светотехника. Присутствует подложка серебристого цвета, и на стеклышках виднеются рассеиватели. И, конечно, модели от Deep Models выглядят более выигрышно за счет мелких деталей. И, опять же, различные логотипы на дверях украшают масштабную копию. И, например, если рядом поставить обычный грузовик без каких-либо опознавательных знаков, он будет смотреться очень скудно. И также у грузовика прекрасно проработан интерьер кабины, окрашена расшивка изнутри, ручки, рулевое колесо, панель приборов. Правда, все это сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. И давайте покажу вам другие 130-е зилы, которые есть в моей коллекции. Например, можем начать с варианта «Связь». Этот автомобиль тоже с более поздней облицовкой, кабина классического темно-зеленого цвета, кузов точно такой же, и у него примерно такой же оттенок. Я думаю, кузова покрашены в один цвет, но могу ошибаться. Если кто из вас знает, точнее, можете написать в комментариях. Узлы точно такие же, на варианте «Связь» другие логотипы. На дверях также на крыше установлены габаритные огни и один лючок. На этом варианте два лючка. И на бампере добавили противотуманные фары. И вот так поворачиваются колесики. Они на шарикоподшипниках вращаются свободно. Задние колеса на металлической оси. Тоже другие регистрационные номерные знаки, уже нового образца белого цвета. Присутствует дублер. И давайте покажу вам ЗИЛ с ранним типом облицовки. И по большому счету машины, можно сказать, примерно в одном цвете. Хотя, я думаю, немножко все же отличается оттенок темно-синего. Но модели отлично сочетаются, стоя рядышком на полке. И у этого варианта корпуса зеркал меньшего размера. А остальные узлы точно такие же. И, кстати, под кузовом присутствует небольшой ящичек, а на этом варианте его нет. Так что тоже есть мелкие нюансы, которые украшают масштабную копию, делают ее более индивидуальной, и опять же это стимулирует покупать другие грузовики, которые выходят у этого производителя. И в заключение могу вам показать костромской вариант ЗИЛ-130 темно-зеленого цвета, и это тоже вполне хорошая модель. Единственное, на нее я поставил улучшенные покрышки из набора АВД дополнения. Изначально здесь резина была худшего качества, и, по-моему, поменял
стеклоочистителя, потому что один был немножко погнут, и выправить его обратно не представлялось возможным. И опять же, грузовички нормально смотрятся, стоя рядышком на полке. Но опять же, модель от Deep более современная, более детализированная. И, конечно, если рассматривать эти автомобили сквозь призму сегодняшнего времени, то у Deep модель лучшая на сегодняшний день. И опять же, коллекционная ценность изделий от Костромы сильно снизилась из-за того, что подобные машины постоянно перевыпускаются во всевозможных журнальных сериях. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о этой новинке от Deep Models. Понравилась ли вам серия Олимпиада 80? Хотите ли вы продолжение на другие масштабные копии, которые в скором времени выйдут у этого бренда? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал. Там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.